Приветик всем, меня зовут Александра Краснобаева. В этом видео я расскажу вам про бежевый цвет в одежде. Также покажу на примерах 6 важных правил, как не потеряться в однотонном монохромном образе. И расскажу, как правильно создавать бежевый total look. В нынешнем году бежевый цвет очень популярен, и он остается популярным до сих пор. Все девушки создают бежевые total-луки. Это когда вы полностью одеваетесь в бежевый цвет, надеваете бежевые аксессуары, и это самый удобный, самый простой способ создать классный модный образ. Но иногда бежевый цвет в одежде из-за своей ненасыщенности может быть коварным и превращает девушку в серую незаметную мышку. Вот я вам расскажу сейчас 6 правил, как избежать этого, как создать очень яркий, хороший образ, в котором вы будете выделяться, будете всегда выглядеть свежо и красиво. Первое, самое важное правило: вы должны надевать бежевую одежду, которая будет на тон темнее или светлее вашего цвета кожи. То есть, если вы темненькая, надевайте лучше что-то посветлее. Если у вас светлый цвет кожи, тогда лучше выбрать какой-то бежевый более темный. Тогда вы не будете теряться, и это будет все выглядеть очень классно. Еще очень важно обращать внимание на то, какой теплоты все элементы в вашей одежде. То есть, если вы выбираете теплый оттенок в одежде, тогда, значит, аксессуары, обувь, сумка тоже должны быть теплого оттенка. Если вы выбираете холодный бежевый, какой-то каменный цвет, тогда все остальное тоже должно быть в холодном тоне. Это очень важно. И на примере сейчас я покажу вам, как правильно создаются в монохромном таком образе наряды. На картинке вы видите, что у девушек более светлый цвет одежды, чем их кожи, и благодаря этому они выглядят очень ярко. Если бы каждая девушка подобрала цвет бежевого более темный, как цвет своей кожи, она бы с ним слилась, с этим цветом, и выглядела бы невзрачно, незаметно и очень серо. А теперь рассмотрим это правило на тех примерах, которые подготовила для вас я, те коллажи, которые создавала я для этой статьи. В первом случае используются холодные оттенки бежевого, это оттенки каменного цвета, и кардиганы, платья и обувь, они все в холодном подтоне находятся. Кожа у девушки светлая и теплый подтон имеет, и поэтому бежевый total look выглядит очень гармонично и очень ярко, девушка в нем не теряется. В следующем образе, наоборот, используются теплые оттенки бежевого, у девушки светлая бежевая кожа, светлое платье, но за счет того, что свитерок используется более темный, теплого оттенка бежевого, образ выглядит гармоничным, целостным и продуманным. И следующий пример очень интересен тем, что в этом образе используются даже такие контрасты более оранжевого цвета, молочного и бежевого. Благодаря этому как раз весь образ выглядит тоже очень ярким и насыщенным. Представьте, если бы брюки были не вот такого оранжеватого цвета, а тоже как блуза бежевого, стандартного, то выглядело бы все более мрачно. Или кардиган, если бы мы взяли просто бежевый, а не молочный, тоже выглядело бы все слишком монохромно, спокойно и слишком обычно. Поэтому, благодаря тому, что мы использовали разные оттенки, разные цвета, и они отличаются от цвета кожи, все выглядит очень классно. Второе важное правило: чтобы выглядеть в бежевом total луке не слишком мрачно, выбирайте одежду с каким-то геометрическим узором, с каким-то рисунком, с каким-то орнаментом, либо анималистичным принтом. И самое главное, чтобы у вас был один элемент одежды с этим узором. То есть не обязательно шорты, брюки, блузку, платья одевать все с принтом. Можно выбрать только что-то одно, и вы уже сразу будете выделяться. Посмотрите, как на картинке ярко выглядят девушки, у которых блузы с каким-то интересным узором. Тоже бежевый total look у всех трех, но они не выглядят слишком скучно и мрачно. Теперь рассмотрим мои коллажи. И первый у нас коллаж с платьем в цветочек. Цветочный принт, как вы знаете, это самый романтичный рисунок, и вы можете спокойно одеть любую юбку и платье, какие-нибудь туфельки, босоножки на высоком каблуке. Все, вы сразу будете выглядеть очень женственно. Но здесь мы создаем бежевый total look, поэтому я выбрала бежевое платье, бежевую обувь, бежевую сумку. Вы можете надевать также еще и какой-нибудь свитерок, кардиганчик, какую-то кофточку, надеть даже кеды,
либо какие-то ботильоны, и вот уже образ на осень будет готов. Можно не использовать свитер, можно носить только платье, обувь, сумку, но с принтом, и тогда вы будете всегда выглядеть ярко. Это будет летний образ. Во втором образе я выбрала уже геометрический рисунок, это юбка с зигзагом, а также блуза в полоску. Если бы у блузы в полоску был более яркий, более активный какой-то принт, то я бы с этой юбкой зигзагообразной не сочетала бы эту блузу. Но благодаря тому, что у блузы очень спокойный такой рисунок, можно спокойно брать и сочетать с этой юбкой. Вот так выглядит геометрический рисунок в бежевом Total Look. Вы сразу будете выглядеть ярко, особенно потому что на юбке зигзаги то светлые, то темные. Сразу это привлекает внимание, и можете спокойно надевать такую юбку. И последний очень сочный, яркий пример в этом блоке — это юбка в горошек. Это яркий рыжий свитер. Вы вместо этого свитера можете использовать кроп-топ, можете использовать какую-то майку, футболку. Посмотрите на сумки, на сережках тоже есть такие активные рыжие элементы. Все очень выглядит классно, целостно, и босоножки тоже еще на танкетке. Вот можете брать какую-то юбку в горох, можете брать блузку в горох, а юбку однотонную, и бежевый Total Look будет полностью готов, будет все очень красиво. Третье правило: вы можете выбрать какую-то одежду в клетку либо полоску. Клетка сейчас вообще очень популярный принт, очень популярный рисунок, поэтому можете носить клетчатые пиджаки, клетчатые пальто, шорты, какие-нибудь блузочки в мелкую клетку, это все будет очень модно. Посмотрите на картинки, как преобразились девушки с помощью клетки. Этот принт сразу делает образ каким-то живым, более насыщенным, и сразу вы выглядите в нем ярче. Возьмите на заметку. Я выделила, кстати, этот отдельный рисунок в отдельный блок, потому что максимально популярна сейчас клетка. Я хочу, чтобы вы обратили внимание и сделали на этом акцент. Теперь рассмотрим образы, которые подготовила для вас я. Первый — это полоска. Полоску блуза, в полоску сумка. Они как бы дополняют друг друга. Однотонная юбка, и все выглядит супер. Бежевый Total Look, можно взять какие-нибудь бежевые кеды, бежевые туфли, можно даже взять не туфли, а какие-то ботильоны на низком ходу, либо ботинки, и все тоже будет выглядеть классно. Самое главное, что вот такая блуза в полоску, еще и полоска тут чередуется, то вертикальная, то горизонтальная, она сразу привлекает внимание. Следующий образ — это полосатое платье летнее. Вы можете сочетать его с каким-то более темным кардиганом, чтобы не выглядеть бледно. Вы можете надеть вот такой вот свитер, как у меня в коллаже, и носить его на одно плечо. Можно вообще не использовать никакой свитер и никакой кардиган, сразу уже полоска привлекает внимание, и в принципе к ней дополнительно ничего не нужно. И последний образ, тоже с полосатым рисунком, это брюки. Я взяла полосатые брюки, взяла топ темно-коричневого цвета. Это получился такой бежевый Total Look в каком-то повседневном стиле. Вы можете взять обувь на низком ходу, можете взять каблук устойчивый, широкий, либо туфли, либо босоножки, какую-нибудь плетеную сумку, и самое главное здесь — это много-много браслетов на запястье. Тогда у вас получится классный летний образ. Но в принципе можно эти брюки носить и осенью, использовать какой-то вязаный кардиганчик, вязаный свитерок тоже бежевого цвета, тоже будет очень классно. Четвертое правило: если у вас нет ничего в полоску, в клетку, нет ничего с орнаментом, а бежевый Total Look в чистом виде носить вы не хотите, тогда возьмите просто что-нибудь белое. Белую футболку, белую сумку, белые шорты, либо белую обувь. Белый цвет, он хорошо сочетается с бежевым, и вы сразу будете выглядеть гораздо ярче. Посмотрите на картинку. Здесь у девушек есть белые элементы в одежде. Сразу все это привлекает внимание, разбавляет монохромность и выглядит очень гармонично. Теперь рассмотрим те коллажи, которые подготовила я для вас. В первом образе я взяла белые шорты. Наверх можно надеть что-нибудь темненькое, у меня это бежевый кроп-топ, и даже если вы уберете пиджак в горошек, то все равно белые шорты будут делать свое дело. Они будут разбавлять монохромность образа, будут классно вписываться в бежевый Total Look и делать вас ярче. Следующий образ — это белый свитер. Вы можете взять белый свитер, все остальное пусть будет бежевое. У меня это бежевая юбка, бежевая сумка, обувь и сережки коричневого цвета, но в принципе вы можете взять их тоже бежевого цвета.
Сверху белый свитер, он всегда будет разбавлять монохромность, всегда будет делать этот образ более насыщенным, более ярким, более привлекательным. Кстати, не обязательно брать просто белый свитер, вы можете взять футболку, можете взять какую-то белую блузу, белую кофточку, и это тоже будет классно дополнять ваш образ. И третий пример, который я приготовила для вас, это белая футболка. К ней я добавила еще такой кардиган небрежный, оверсайз, и смотрите, здесь коричневые шорты темные, плюс белая футболка, и на таком контрасте тоже очень классно вы будете смотреться. 100% вы не сольетесь с бежевым цветом, 100% цвет кожи тоже будет выделяться, и вы можете совершенно спокойно брать какой-то более темный низ, белую футболку, я думаю, белая футболка есть у всех, и сразу какие-то босоножки бежевого цвета, сумку бежевого цвета и выходить так на улицу. Кстати, у меня есть очень классная статья про то, с чем носить белую футболку, вы можете тоже ее почитать, посмотреть разные примеры. Пятое, предпоследнее правило: если не хотите добавлять белый, хотите как-то разнообразить еще лучше бежевый total look, тогда возьмите какой-то насыщенный, яркий, контрастный, темный цветовой акцент. Это может быть что-то схожее с бежевым цветом, то есть не обязательно брать малиновый, красный, темно-синий. Мы уже тогда отойдем от бежевого total look, это будет неправильно. Мы создаем монохромный образ, поэтому берите что-то такое, чтобы немножко дополняло ваш образ, но при этом не перетягивало внимание на себя. Посмотрите на картинке, у девушки более насыщенные брюки, дальше у следующей девушки коричневая такая шоколадная сумка, которая тоже такой добавляет акцент очень классный. И еще у одной девушки помимо белой рубашки есть еще и рыжая сумочка. Она тоже приковывает внимание к себе, тоже разбавляет всю монохромность. Теперь перейдем к интересным примерам. В первом случае у нас светлая блуза и светлые шорты, но при этом коричневый темный кардиган. Вот этот коричневый темный кардиган, он оттеняет цвет кожи, оттеняет цвет всех бежевых элементов и выглядит очень стильно. То есть, в принципе, если убрать кардиган, то создастся бежевый total look классический, но если кардиган добавить, образ сразу становится ярче. И вы уже выбираете, либо вы используете монохромный образ, либо добавляете вот такие яркие цветовые акценты. В следующем образе я уже добавила даже другой цвет, это цвет хаки. Здесь мы имеем юбку цвета хаки, и она не бросается слишком в глаза, она очень классно дополняет, потому что она не насыщенная, не светлая, не яркая, приглушенный цвет хаки, при этом остальные все элементы в одежде бежевые, коричневые, все выглядит очень классно. Вроде бы это монохромный такой образ кажется, но в то же время цветовой акцент присутствует. И последний, самый, я думаю, противоречивый образ, я добавила здесь немножко сиреневого. Это сиреневая обувь и сиреневый кроп-топ. И вроде бы это уже не монохромный совсем образ, и вроде бы уже не бежевый total look, но благодаря тому, что он не сильно перетягивает внимание на себя, все-таки, мне кажется, здесь в первую очередь выделяется костюм. Либо какие-то классные очки, но этот элемент должен выделяться не по цвету, а больше по форме, по своей фактуре, по своей интересности. Это тот элемент, который в первую очередь притягивает к себе взгляд благодаря своей необычности, то, что будет сразу выделяться, и выделяться не благодаря цвету, а благодаря своей форме. Вот посмотрите на картинке, здесь яркий аксессуар, это сумка. В первом случае у девушки сумка с каким-то интересным рисунком, во втором случае форма, а также рисунок внутри сумки, какие-то круги, цветочки. И чуть ниже у девушки на сумке завязан светлый платок. Это то, на что смотрит наш глаз в первую очередь. То, куда мы сразу бросаем свой взгляд и запоминаем сразу же в первую очередь этот элемент в одежде. Теперь посмотрим, что предлагаю я. В первом случае здесь у нас сразу бросается в глаза сумка, потому что она имеет такую интересную сеточку вокруг своей формы.
И эту сумку вы можете использовать в любом бежевом Total Look, можете использовать что-то похожее. Сумка всегда привлечет внимание, если она какой-то необычной формы, необычной фактуры, или вот как здесь у нее есть необычный декор. Следующий образ. Здесь выделяется уже не только сумка, но и сережки. Я их так объединила в один классный образ. И эта сумка, она сшита из каких-то бусинок деревянных, у нее есть черная ручка, она сразу привлекает к себе внимание. Сережки ее очень классно дополняют. Все остальное может быть в бежевом цвете. Вот посмотрите на шорты. Кстати, еще раз подчеркну, что шорты очень классно могут смотреться и на полненьких женщинах, и на женщинах с лишним весом, и на худеньких девочках, потому что если вы наденете шорты на талию, они у вас будут чуть объемными, и они скроют все недостатки. Если с шортами вы наденете еще и каблук, то этот каблук будет визуально вытягивать ваш рост, делать ноги ваши длиннее, будет все тоже очень здорово смотреться. И в третьем, последнем образе здесь очень интересная сумочка. Сумочка из вот такой вот соломки, сейчас очень модные сумки из соломки, из какого-то шпагата связанные, из джута может быть, это может быть что-то около того, может из какой-то интересной ткани, либо из пряжи вязаной, тоже могут быть сумки. Вот берите что-то подобное, оно будет сразу привлекать внимание. Вы также можете использовать и яркие аксессуары, какие-то огромные крупные серьги, какой-то крупный браслет, либо очень много браслетов, это может быть какое-то украшение на шею, все, что выделяется, все, что приковывает к себе взгляд. Ну вот в данном случае это сумочка, а все остальное в спокойном бежевом цвете, но при этом оно не выглядит скучно. Я рассказала про все секреты, про все 6 секретов, как создать бежевый Total Look ярким, как в нем не потеряться, как выглядеть при этом стильно, и я рассказала о правилах, которые помогают вам создавать правильный бежевый Total Look, то есть когда вы будете выглядеть гармонично в этой одежде, а не просто надевать все бежевое и идти на улицу. Как правило, если вы наденете просто бежевую одежду, то это будет слишком серо, невзрачно и некрасиво. Добавляйте какие-то интересные решения, о которых я рассказала. Пишите в комментариях свои впечатления, рассказывайте, какой образ вам понравился больше всего. Напишите, носили бы вы такое или нет, может быть, вы любите бежевый цвет. Кстати, бежевый цвет хорош еще тем, какую-то одежду, свой взгляд на эту тему, и пишите, будем снимать вместе с Сашей эти видео для вас, буду писать статьи, буду освещать эту тему, и так будет у нас происходить наша совместная интересная работа. И обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о наших новых видео. Чем больше будет отзывов, чем больше будет комментариев от вас, не обязательно писать комментарии только положительные, вы можете писать просто свое мнение, мы будем его учитывать. Чем больше будет таких отзывов, тем чаще мы будем с Сашей снимать для вас видео, это для нас очень интересная такая тема, и я думаю, что вам тоже это все нравится. Все, всем спасибо большое, до следующего видео, пока!